Объявляется церемония подписания меморандума о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и правительством Республики Узбекистан, а также планы мероприятий по реализации меморандума о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и правительством Республики Узбекистан. Со стороны Евразийской экономической комиссии подписывает. Также будет подписан план мероприятий по его реализации на ближайшие 3 года. Владимирович, со стороны правительства Республики Узбекистан подписывает премьер-министр Республики Узбекистан Арипов Абдулла Нигматович. И, конечно, достаточно таким знаменательным событием на полях заседания стало подписание меморандума о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и правительством Узбекистана и соответствующего плана совместных мероприятий на 2021-2023 годы по реализации этого меморандума. Хотелось бы отметить, что в церемонии подписания принимал участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Буквально в 2 словах могу отметить, что в рамках данного меморандума предполагается сотрудничество в таких актуальных для нас сферах, как торговая политика, таможенное техническое регулирование, защита прав потребителей, обращение лекарственных средств, медицинских изделий, финансовый рынок, транспорт, энергетика и так далее. Мы очень надеемся, что будет продолжен обмен опытом, информацией, будут проведены дополнительные консультации и встречи на уровне экспертов и бизнес-сообщества, и все это позволит начать процесс постепенной гармонизации законодательства Узбекистана с правом ЕАЭС. Прежде всего, позвольте поблагодарить председателя правительства Российской Федерации, уважаемого Михаила Владимировича Мишустина, а также президента Республики Татарстан, уважаемого Рустама Нургалиевича Минниханова, за высокую организацию мероприятий, гостеприимство, оказываемое участникам нашей встречи. Мне доставляет огромное удовольствие приветствовать моих коллег и всех участников сегодняшнего мероприятия в одном из красивейших и гостеприимных городов России – Казани. Рад возможности встретиться с вами и обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия Узбекистана с Евразийским экономическим союзом. Мы настроены на углубление и наращивание взаимовыгодных торгово-экономических отношений со всеми участниками Евразийского экономического союза. Сегодня в Узбекистане действует свыше 3000 предприятий с участием капитала стран-членов Евразийского экономического союза. Успешно реализуются совместные проекты во многих отраслях экономики. У нас складывается конструктивный диалог с Евразийской экономической комиссией. Представитель Узбекистана в комиссии активно участвует в регулярных заседаниях коллегии. Примером нашего вовлечения в деятельность Евразийского экономического союза может служить проведение 5 апреля текущего года в Ташкенте 3-го заседания Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза. Ищешь работу? Мы набираем новых сотрудников во все множество вакансий. Решением президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева, наша страна подала заявку на вступление в Евразийский экономический союз в качестве государства-наблюдателя. И наша заявка была одобрена государственными членами ЕАЭС. Статус государства-наблюдателя позволяет нам объективно и всесторонне изучать интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе, открывать для себя новые возможности для более тесного сотрудничества. За относительно короткое время в статусе наблюдателя совместно с Евразийской экономической комиссией разработан меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и правительством Республики Узбекистан, а также план совместных мероприятий на 2021-2023 годы.
Следующим шагом в этом направлении будет создание совместной рабочей группы по созданию вышеназванных документов. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность председателю коллегии Евразийской экономической комиссии, уважаемому Михаилу Владимировичу Мясниковичу, за содействие и в оперативном рассмотрении данных вопросов. Наше взаимодействие с ЕАЭС основано в поиске новых перспективных направлений дальнейшего развития тесного и взаимовыгодного сотрудничества. Для нас важно укрепление связей между деловыми сообществами ЕАЭС и Республики Узбекистан. Мы видим широкие возможности развития кооперационных связей с созданием производственных цепочек добавленной стоимости на основе передового опыта и инновационных подходов, которые позволят повысить конкурентоспособность наших экономик и продвигать продукцию на рынке третьих стран. Географические расположения Узбекистана в евразийском пространстве открывает широкие возможности и перспективы для взаимодействия в сфере транспорта и транзита наших стран. В этой связи совместная реализация инфраструктурных проектов, таких как строительство железнодорожных магистралей Мазари-Шариф, Кабул, Пешавар и Узбекистан, Кыргызстан, Китай, безусловно, станет новым драйвером для увеличения торговых потоков на евразийском пространстве. Мы также заинтересованы в упрощении процедур при транспортировке товаров по полному использованию огромного транзитного потенциала региона Центральной Азии. Уважаемые коллеги, пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения еще раз доказали актуальность ускорения цифровизации, позволяющей обеспечить рост национальных экономик, модернизировать отрасли и развивать социальную сферу. Мы заинтересованы в подключении Узбекистана к внедряемым в рамках ЕАЭС цифровым платформам, о которых говорил сегодня уважаемый Михаил Владимирович, а также совместной реализации проектов в сфере цифровой экономики. Узбекистан также готов участвовать в проектах по внедрению сквозных технологий совместно со странами Евразийского экономического союза. Уважаемые участники, мы твердо нацелены продолжать плодотворное сотрудничество со странами Евразийским экономическим союзом. Подписание сегодня меморандума о взаимодействии между правительством Республики Узбекистан и Евразийской экономической комиссией, а также плана совместных мероприятий, безусловно, будет способствовать укреплению взаимовыгодного партнерства, динамичного развития экономик и роста благосостояния народов наших стран. Еще раз хочу поблагодарить уважаемого Михаила Владимировича, а также президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича за теплые, радушие и гостеприимство.